США вмешались в конфликт. Вашингтон потребовал прекратить удары. Переброска 150 самолетов. Подготовка операции вышла на финишную прямую. Яркое зарево вместо салюта. 5-й год СВО начался не по плану. Ядерная кнопка в руках ребенка? Нет, это не фантастика. Диктатор фактически выбрал преемника. Катастрофа за катастрофой. -2 самолета за один день. Одна страна потеряла F-16, вторая Су-30. Отвод войск. Путин начал демобилизацию. Контрактников начали возвращать с фронта. Новый президент, старые порядки. Подготовка к референдуму началась с репрессий по отношению к наблюдателям. Трамп выступил с исторической речью. Кто спал под бурные и продолжительные аплодисменты? Об этих и других событиях к вечеру среды, 25 февраля. Самые важные и срочные новости в эфире. Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. США наконец-то вмешались в российско-украинскую войну. Вашингтон требует прекратить удары, но требует не у агрессора, а у того, кто защищается. Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, после атаки ВСУ на нефтяной терминал под Новороссийском Госдеп высказал протест. Ее цитирует CNN. Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули часть американских инвестиций, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздержаться от нападок на американские интересы. Киев, как сказала Стефанишина, принял это к сведению. При этом запрета на атаки по другой российской энергетике не было. Речь идет о терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Это ключевой маршрут нефти из Казахстана к Черному морю. В ноябре дроны повредили причальное устройство. Экспорт пришлось срочно перенаправлять. В консорциуме участвует и американская компания «Шеврон». В Астане назвали атаку угрозой энергетической безопасности и заявили об ущербе двусторонним отношениям с Киевом. Украина ответила тогда, что удар по терминалу не имел целью нанести ущерб Казахстану, а является предусмотренной уставом ООН самообороной от российской агрессии. Самая сильная армия мира проводит крупнейшую переброску войск за 2 десятилетия. За неделю Пентагон переместил более 150 военных самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и данные отслеживания полетов. Это одно из крупнейших развертываний американских сил со времен войны в Ираке в 2003 году. Более 60 боевых самолетов, включая F-35, замечены на базе в Иордании. В регионе находятся 2 авианосца – Авраам Линкольн и Джеральд Форд. На их борту крылатые ракеты «Томагавк», которыми уже били по иранским целям в прошлом году. Эксперты говорят, этих сил хватит и для точечного удара, и для масштабной кампании. Половина самолетов размещена в Центральной Европе вне зоны досягаемости большинства иранских ракет. Это снижает риск ответного удара. Сильно дорого для простой демонстрации силы, как считаете? Сам Дональд Трамп все еще не исключает решить все за столом переговоров. Об этом президент США заявил во время выступления в Конгрессе. Он считает, что соратники Аятоллы хотят избежать удара. Они тоже хотят заключить сделку, но мы не услышали от них этих слов. У нас никогда не будет ядерного оружия. В одном я уверен, я никогда не позволю главному спонсору террора в мире, которым они безусловно являются, обладать ядерным оружием. Этого не будет. А такое оружие в руках иранского режима – это уже прямая угроза самим Соединенным Штатам. Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и они работают над созданием ракет, которые вскоре будут способны достигнуть Соединенных Штатов. Очередной раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана намечен на завтра, 26 февраля. Неделю назад Трамп заявил, что дает режиму еще 10-15 дней.
Начало 5-го года полномасштабной агрессии ярко отметили в Смоленской области. Правда, это был не праздничный салют. Ночью над Дорогобужем поднялось огромное зарево, которое можно было наблюдать за километры. В пабликах пишут об атаке дронов. Целью стал местный химзавод, где после удара вспыхнул мощный пожар. Поначалу местные власти хранили молчание, но потом были вынуждены признать случившееся. Сегодня ночью Смоленская область подверглась вражеской атаке со стороны украинских БПЛА. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО «Дорогобуж». Губернатор заявил о 4 погибших, но по данным российских телеграм-каналов это число достигло 7. Число раненых составляет не менее 10. Акционерное общество «Дорогобуж» — это крупный производитель азотных и комплексных удобрений, но часть продукции предприятия может использоваться для военных нужд государства-агрессора. Москва готовит провокацию с использованием радиации. О такой возможности заявляют в Институте изучения войны. Россия может устроить радиологический инцидент в Украине, а потом обвинить в этом Киев. Речь не обязательно о ядерном взрыве. Это может быть последствием ударов по объекту атомной инфраструктуры. В Институте подчеркивают, российские удары по энергетике уже создают риски для атомных объектов. И если произойдет радиологический инцидент, Москва может использовать его в информационной войне. Сценарий простой: создать хаос и переложить вину. Аналитики считают, что именно это может стоять за усилением ядерной риторики Кремля. Но есть и другие цели. Угрозы звучат в адрес Великобритании и Франции, стран, которые обсуждают гарантии безопасности для Украины. Цель — посеять страх, сорвать поддержку Киева и заставить США притормозить союзников. А вот у меня за долгие годы сложилось мнение, что Путин со товарищи прибегают к ядерному шантажу, когда у них что-то идет совсем не по плану. И за попыткой нагнать жути на весь мир обитатели Кремля пытаются скрыть свой собственный страх. А какие мысли насчет этого у вас? Делитесь. Потеря F-16. Истребитель рухнул прямо на оживленное шоссе. ЧП произошло во время тренировочного полета в Турции. Самолет взлетел с базы, но потерял управление и упал на трассу Измир-Стамбул. После падения вспыхнул сильный пожар. Обломки разлетелись на сотни метров. Пилот погиб. Движение на трассе полностью перекрыли, на место сразу прибыли пожарные и спасатели. Минобороны Турции подтвердила катастрофу. Прокуратура начала расследование. Еще одна схожая катастрофа произошла в другой тюркоязычной стране. В Карагандинской области Казахстана потерпел крушение истребитель Су-30СМ. Как сообщается, этот самолет также выполнял плановый учебный полет, но тут обошлось без жертв. Экипаж успел катапультироваться. Что подарить ребенку на 13 лет? Наиболее оригинальный подарок в истории сделал своей дочери диктатор Северной Кореи. Дорогой товарищ Ким Чен Ын назначил свою юную наследницу Ким Джу Э главой ракетного управления КНДР. Это структура, которая курирует ядерные силы страны. Формально ведомством руководит другой чиновник, но по данным южнокорейской прессы, девочка уже принимает доклады от генералов и отдает указания. Ким Чен Ын все чаще берет дочь на ракетные пуски. Впервые ее показали миру в 2022 году на запуске межконтинентальной ракеты Хвасон-17. Тогда ее назвали любимой дочерью. Теперь ее фактически возводят в статус преемника. Можно только представить, как теперь себя чувствуют соседи КНДР, жители Южной Кореи и Японии. Но в одной семье точно драма. Вот что теперь дарить сыну Рамзану Кадырову? Бери шинель, пошли домой. Владимир Путин начал возвращать солдат с фронта. Демобилизация, правда, коснулась небольшой части граждан. И это не граждане России, а ЮАР. Об этом стало известно со слов президента этой страны. Сирил Рамафоса поблагодарил Путина за помощь в возвращении 17 южноафриканцев, которых обманом завербовали на войну против Украины. 4 уже вернулись домой, еще 1 должны прилететь в ближайшее время. 2 остаются в России, 1 в больнице в Москве. А вот у российских мобиков такого лобби нет.
Новый Казахстан – старые порядки. Первые новости о подготовке к конституционному референдуму демонстрируют: демократии и прозрачности ждать не стоит. В Уральске объединение независимых наблюдателей оштрафовали на 65 тысяч тенге. Это около $130. Поводом стала анкета в Facebook с вопросом: нужно ли наблюдать за референдумом. Прокуратура посчитала это незаконным опросом общественного мнения. Это при том, что в голосовании поучаствовали всего 16 человек. Референдум по новой конституции назначен на 15 марта. Власти говорят о перестройке государства. Правозащитники предупреждают: поправки могут усилить президента и ослабить парламент. Критиков уже штрафуют и требуют удалять публикации. Нам всем нужны честные результаты голосования на предстоящем референдуме. Но властям явно не хочется, чтобы ряды независимых наблюдателей росли, чтобы избирательные комиссии были под нашим контролем. Ну что, будем еще Назарбаева вспоминать как великого демократа? Как считаете? Дональд Трамп побил рекорд. Он выступил с самой продолжительной речью в Конгрессе. Она длилась 108 минут, но это вместе с бурными и продолжительными аплодисментами. Предыдущий рекорд составлял ровно 100 минут и принадлежал тоже Дональду Трампу. Члены Конгресса и мои соотечественники-американцы, наша страна вернулась. Больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде. В этот раз хозяин Белого дома снова продемонстрировал свои способности шоумена и манипулятора. Во время речи в Конгрессе он призвал встать тех, кто за американцев. Если вы поддерживаете такое утверждение, встаньте и покажите свою поддержку. Первая обязанность американского правительства – защищать американских граждан, а не нелегальных мигрантов. После этих слов оратор жестом указал на продолжавших сидеть демократов. Эти люди сумасшедшие, я вам говорю, они сумасшедшие. Для своих политических оппонентов Трамп комплиментов не припас. Я думаю, что это была тревожно-провокационная речь, в которой он буквально оскорблял и высмеивал демократов. Но более того, это была просто сплошная ложь. Представители Демпартии платили той же монетой. Кто-то делал вид, что спит, кто-то смеялся над словами президента, а часть конгрессменов и вовсе демонстративно покинула зал. Вы еще ничего не видели. Мы будем становиться все лучше и лучше. Это золотой век Америки. До Трампа рекорд по словоречивости принадлежал Биллу Клинтону. Его речи длились 85 и 89 минут. Путин принимает экстренные меры после взрыва в Москве. Новый план обороны Украины будет стоить дорого. Дорого для агрессоров. В бывшей Советской Республике передумали идти навстречу Кремлю и приостановили выдачу оппозиционного российского блогера. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся утром.